Доброе утро, спортсмены! Сейчас начинается первый гоночный день и второй день гонки. Кубок России по экстремальному эндуро. Утро, день второй. Сегодня участники отправляются в горы на трек более 30 километров. Там будет 14 контрольных точек, которые нужно преодолеть. Два класса, Adventure и Extreme Adventure. Едет по более легкому пути, а Extreme будет сворачивать на отрезке сложного пути. Первый день гонки в Бурятии буйный есть показал всем свои зубы. Научил многих участников ехать в стадион и обращать внимание на детали. Да, готовить технику и, главное, как-то готовиться самому морально и физически. Он преподнес сюрпризы не только участникам, которые ехали в Adventure, но и участникам, которые ехали в классе Эксперт. Я напомню, что Сергей Терентьев — это очень большая неожиданность, что он даже не смог финишировать пролог, а Данил Черняев взял, да и победил абсолютно всех с нереальным отрывом. Я напомню, что на эту гонку приехали не только гонщики средней полосы, но и еще наш любимый Владивосток, Сахалин, Приморье. Вот они все собрались, огромной компанией, запихнули мотоциклы в свою огромную фуру и привезли их сюда, в Бурятию, на гонку буйный есть, чтобы помериться силами. Можно ли сказать, что на эту гонку собрался весь цвет нации? Конечно, да. Огромное количество участников, 22 региона, более 130 участников со всей России собрались в этом уникальном месте для того, чтобы прочувствовать атмосферу, довериться организаторам, ну и, конечно же, беспрецедентному судейству. Сейчас за моей спиной судья, главный судья Николай Жилин объясняет всем участникам, его помощникам, как правильно расставиться по треку маршалам и людям, которые готовы прийти в случае необходимости на помощь гонщикам, то есть в случае травмы или технической какой-то сложности с мотоциклом. Но они не будут, конечно, чинить мотоциклы, они будут их эвакуировать, если мотоцикл не способен двигаться. Со мной случилась, скажем так, не очень приятная история, которую я хочу вам рассказать. Дело в том, что мы взяли у парней мотоциклы, и один из мотиков у него на первом же 2 подъемах умерло сцепление. Подо мной, вероятно, еще недостаточно сильно похудел. Нам выдали мотоциклы, и мы отправляемся на трек, чтобы все заснять и рассказать, сделать полноценное видео. Но у одного из мотоциклов, выданному Кириллу, кончилось сцепление буквально через километр после старта. Сейчас внизу, мы поднялись на гору, а внизу в лагере уже гонщики собираются на старт. И где-то примерно минут через 20 старт. Нам нужно успеть расположиться по точкам. Да, мы не будем говорить, что, к сожалению, мотики из 3 выдержал всего только 1. И нам действительно помогли девушки, которые были рядом с нами. Совершенно случайно я отобрал у одной из них бету, X-тренер. Знаете, беточки, они вообще преследуют, мне кажется, меня. Это такой мой определенный крест. Невозможно избавиться, если хоть раз ты был владельцем бета, от нее навсегда. Навсегда будет рядом с тобой где-то ехать, где-то ломаться, где-то тебе помогать. Так случается и со мной. Друзья, хочу сказать огромное спасибо Татьяне за то, что она вот так вот сходу увидела мою морду. Я ей говорю: дай, пожалуйста, мотоцикл ради российского эндуро. Она говорит: ну хрен с тобой, что же делать, бери. Сначала посопротивлялась чуть-чуть, но девушка, сами понимаете. Потом дала. Спасибо тебе большое, Таня, за твой мотоцикл, он прекрасен. Еще, Тань, хорошо, что ты с нами не поехала, потому что здесь, конечно, тебе было бы не очень.
Давно не было хороших подарков на канале Все в Эндуро, и мы решили с компанией Hebo разыграть вот этот прекрасный рюкзак для настоящих эндуристов, с которым, кстати, ездит Пол Тарас. Поэтому, дорогие мои хорошие, для того, чтобы его забрать, вам необходимо быть подписан на мой инстаграм, быть подписан на инстаграм Hebo и оставить комментарии в инстаграме под розыгрышем вот этого рюкзачка. Поэтому давайте-ка прямо сейчас не ленитесь, заходим на инстаграм мой, на инстаграм Hebo и оставляем комментарии и участвуем в розыгрыше вот этого прекрасного, крутейшего рюкзака, с которым ездит Пол Тарас. Всем хорошего настроения, вы на канале Все в Эндуро. Рюкзачок оставляю себе, через 2 недели разыграем. Спасибо, что смотрите, продолжаем смотреть, гонку будет есть. Ну что ж, друзья, наверное, можно и смело и сказать, что мы на буйные есть. Удивительные локации, удивительные треки, удивительные люди и невероятное количество, конечно, энергетики. Людей, которые хотят ехать, но не могут. Красавчик на койоте! Вот, с перекачанным задним колесом пошел, смотри. Здравствуйте! Аккуратненько, пожалуйста. Я напомню, что это первое препятствие, которое встречают на своем пути участники гонки. Все, абсолютно все, поэтому им придется здесь проехать, как-то прожить этот кусочек своей жизни, побибикать. Но здесь важно очень не торопиться. Вот таких вот прокруточек здесь делать нельзя. Каждый проживет этот подъем, каждый должен здесь оказаться, прожить и проучаствовать его. Вот кто-то выкипает здесь полностью, к сожалению. Да, торопишься, потому что все летишь. Нет бы дома сидел. Тяжелые, хускварно-красные, но зато классика. Вот ты не торопись. Спокойненько езжай. Давай. Кавасаки едет. По-моему, даже кроссовый, если не ошибаюсь. Поправьте меня, если это не так. А что за мотоцикл импортный? Кавасаки? Кроссовый KX 450. Божечки, божечки. Давай, езжай. Аккуратненько там. Кепки мои не забудь, братан. Все, кепки, пока не замутил. И вот еще раз убеждаюсь в том, что не важно какого ты пола, важно какой ты духом, потому что бойцы есть и среди женщин. И вот один из ярких представителей, да, помогают, да, ну, конечно, поддерживают, но это, знаете, это такое мужское. Вот здесь вот инженерный вопрос, посмотрим, как она будет решать. Понятно, что наверняка вы сейчас напишите, ты бородатый мог бы и помочь. Поможем, если не будет справляться. Помогать нельзя, нужно только советом. А советом, сами понимаете, мы
Как настоящие диванные критики умеем помочь. Смотрите, где у нее инструменты лежат, видите? С киской. С киской у тебя, да? Инструменты с киской лежат? Молодец. Вырваны. Как тебя вообще занесло сюда? Можешь мне сказать? Вот там вот эта вся история про котлеты, нет? Ой, это про кого-то другого. Нет, это не про тебя. Да. А как вообще был-то? Спорт раньше в детстве? Или что? Или неудачное замужество? Или что вообще? Ну какой-то Плоская обертка. Она задралась. Они разберутся, ты мне расскажи. Всей России расскажи. Ну блин, я так хочу ехать, а не болтать. Понятно. Знаешь, как я мучаюсь? Ну, рассказывай. У меня друзья пересели на мотоциклы, сказали, типа, давай ты тоже попробуй, тебе понравится. Я пересела. И все. И все. И мне понравилось. И ты никогда раньше техническими видами спорта не занималась? Нет, только сноуборд, велосипед. Все. Что ж, команда «Все в эндуро» в сборе. Ждем первых участников. Мы поднялись на хребты Шаманских гор. Внизу лагерь. Мы слышим, как сейчас только что стартанули первые участники. Посмотрим, кто сможет сюда добраться первый, на самый верх. Мы распределились все по треку, всей команды, уже такое вот объединение, все в эндуро. Будем сейчас снимать и рассказывать потом, что же такое буйные в Бурятии. Очень долго можно разговаривать о том, как все круто было организовано на гонке «Буйные есть», но все это глупости и ерунда, если мы с вами не поговорим про трек. Так вот, друзья, если на гонке 100% эндуро участники выживали, если на Silver и Gold Романьяка участники преодолевали, то на гонке «Буйные есть» участники получали удовольствие каждую секунду, находясь на треке. Я не знаю, как удалось Александру Викторовичу Кононенко так сбалансированно создать этот трек буквально за 10 дней до начала гонки, но это то, что у него это получилось, это 100%. Я бы не назвал бы его какого-то хард-эндуро или, наверное, суперсложный или невыносимый, или вот сейчас я разобьюсь и умру. Нет, этого ничего не было. Было только кайф и удовольствие. Вот мне кажется, именно такой трек и должен быть, в принципе, для тех, кто только начинает, продолжает и соревнуется. Нам хотелось, чтобы от каждого сантиметра трассы ребята получали удовольствие.
Каменный подъем с отрицательным углом. Камни летят вниз. Большие. Здесь очень большие камни. Ребята долго-долго поднимаются в этот подъем. Уже кончились все силы. Кто-то у друг друга спрашивает совета, где лучше проехать, как лучше заехать. Wasted soul on my own. Don't need to tell me what I already know. A broken smile and broken bones. Don't need to tell you that nothing here is wrong. So you think you know that. Вы домой? В очень неудобном положении, да? В общем, да, очень удобно положение. Мне вот 39 лет. Пытаюсь это все постичь, побороть себя, получить удовольствие, наслаждение. Прекрасный возраст, ты чего? Ну, как говорят, эндуро это спорт зрелых мужчин. Да? Всё Вот, верно. поэтому вот пытаемся сейчас забраться. Или пенсия мотокроссмена. Got a restless heart, I'm not slowing down. What are you waiting for? Let's crash this town. A broken heart and messed up minds. Don't need to tell you that we will be just fine. So you think you know that you got it all figured out. I'm so down with you in your heart. Ну чё, нравится тебе? Да, довольно-таки неплохо. Продаешь? Продаешь мотик? Продаю, принял решение. Самовывозом. Все, да, завязать с эндуро. Шучу. Почему ты здесь стоишь? Почему рядом Слушай, с тобой доктор? Ну, доктор снимал меня. Оп, аккуратно. Ты живой? Живой, тебе помощь нужна? Я живой, хорошо, доктор рядом. Cutting the power lines, we're done talking about it. A spark turns into fire, and we're not sorry about it. If you're not sleeping tight, you know we're onto something. You hear the streets are crying, ocean turns into fighting.
путешествуя по треку и снимая гонку, встречая прям там онлайн участников, мы могли брать у них интервью и фактически общаться с неподдельными эмоциями. И невозможно было как-то сформулироваться или им подготовиться. Они выдавали информацию прям сразу и в моменте. Может, на привал, парни? Нет, надо ехать. Второй круг уже едет. Да. Молодец. Вот ты попался, и я ошибся. Видишь, я думаю, иначе бы я... Нет, не пролетел бы. Может, ты Не в тебе дело все-таки, да? Думаю, что не во мне, нет. Согласен. Ну чего ты, устала? Сложно? Ты знаешь, что впереди первое КП? Вот здесь, прямо наверху на подъеме. Только первое, да? Да, первое, за ним еще 13. Да. Это радует. Ну рассказывай, что ты здесь стоишь? Устал? Он меня просто убил, этот мотоцикл. Откуда ты? Иркутск. Иркутск. Передавай привет Иркутску. На канале Все в Эндуро выйдет фильм. Привет, все огонь, трасса супер, погода замечательная. Получается, ты плохо тренировался дома, да? Раз тебе тут так сложно ехать. Сергей Терентьев. Едешь же первый, тропинок нету. Да. И плюс разметочка там неправильно была. Я уже организаторам сказал об этом. Потому что не я один. То есть вот Саша Самойлов только сказал ему, это, говорит, 8 КП, наверное, где налево. Я говорю, ну да. То есть, я думаю, что там много людей пропустило. Мне очень понравилась трасса. А тебе? Ну, не особо, если честно. Каменистая дрочево, я бы сказал. Да не, на самом деле трек-то неплохой, все проблемки в мотике, не настроен, не обкатан, то есть, вот сюда его привезли, там 30 километров у него накат был, в Бородино на кроссовой трассе накатал, то есть, реально тяжеловато без вкатки, потому что другой мотор, длинная ручка газа, поэтому руки сильно забились. У КТМ короткоходная, а тут, приходится постоянно руки Мы выворачивать. про шерку, ребят, говорим. Про шерка, да. В целом, конечно, мотик супер и везет супер, но надо настраивать, надо прикатываться к нему. Угу. Ну, я так понимаю, что трасса тебе понравилась не понравилась из-за мотика. Да, то есть, в целом-то трек неплохой, особенно скоростные элементы, это прям его тема. Но вот где были элементы харда, там прям, тяжеловато было на нем. То есть не поменяли звезды, ходовую не настроили, и реально из-за звезд было тяжеловато. Много работал коробкой, и это, лишние движения, это все же, мелочи, но которые решают.
Согласен. И вот, я даже примерно знаю, где ты меня снимал, я, по-моему, слышал, что что-то там. Я как раз встал, думаю, блин, самый вот стрёмный момент меня сняла. Про вчерашнюю историю. Уже эмоции улеглись. Да, они и вчера улеглись, как бы. Эмоции в том, что, блин, не на свой мотоцикл. То есть, ну, я понимал, он мой, да, новый, но я на нем проехал, говорю, кроссовую трассу 30 минут. И, то есть, ну, не мои настройки, не мои звезды, и вот это все как бы вот наложилось. Серег, ну вот ты в Геленджике тоже брал В мотоцикл. Геленджике я готовился, во-первых, Мгм. плюс я на этом арендном мотоцикле там, ну, около месяца, наверное, катался, да, а тут как бы сразу на гонку на тебя. То есть, ну, в большом спорте вот каждая мелочь имеет значение, а тут их разом очень много, этих мелочей было. Ну, сегодня ты подостал. Сегодня, видимо, не совсем твой день. Да нет, наоборот, мой. Как-то. Это не Серегин день. Да? Он Он- опять? Он срезал. Серьезно? Ты думаешь, это все? Да, И опять ты первый? да. Ну ты же отставал минут на 5, на 6. Ну вот, потому что он не ехал ту петлю, которую я ехал. Как вот поэтому и так и получилось. Ну, то есть ты раздал-то как обычно. Ну так мы и вместе ехали. Я старался, конечно, лишний раз не обгонять, потому что Психи есть. трудно и первым ехать, когда нету тропинки Я думал, ты его никакой. жалел. Да нет, это он меня жалел. А вот здесь, друзья, я зашел к владивостокским парням. Ну, что ж получается, что ты, короче, из них самый творог. Ну, ты... Если еще раз так скажешь, блядь. Знаете, они меряют все по уровню езды и брутальности. Если ты, короче, знаете, так, едешь не очень быстро или очень не быстро, то ты, значит, будешь вот в этой фуре явно убираться. Здесь вот такая вот дедовщина, она, собственно, присутствует. Главарь здесь этой группировки всей, значит, Андрюха Ядов. Вот он такой добрый, позитивный человек, а на самом деле-то вот говорят, что рыба-то с головы гниет. Конкретно. Вот. Расскажи-ка мне, пожалуйста, как вам трек, как доехали, как добрались, что вам понравилось, что не очень? Ну, мотоциклы мы отправили контейнером, сами прилетели на самолете с комфортом. Давай про Всё трек. отлично. Вообще хороший трек, очень много камней. Ну, в принципе, нам не привыкать, у нас регион каменистый. Но здесь прямо перебор с камнями. Ну, вполне достаточно сбалансированный трек, как показалось. Возможно, может быть, для класса Adventure, может быть, местами было сложно. А для класса Extreme, в принципе, очень кайфовый. Я так понимаю, что вы все поехали, доехали, у вас проблем никаких особенных не возникло. Не, у нас вообще проблем нет, у нас, вон, посмотри, какие звери. Все едут, все крутят. Ты мне лучше расскажи, вы владивостокские, правда, что у вас на завтрак крабы, на ужин раки, значит, Раки нет, и раков гребешочки. ненавидим. Гребешочки у нас повсеместно, и горка красная у каждого дома. А старичок у нас тут есть, Сашка Самойлов. Ты в классе адвенчер, не подвинься чуть-чуть, я с тобой сяду. Так, чуть на краешек, вот так. В каком адвенчуре? Ты что, Кирюх? Экстрим? Я в экстриме. А что ты тогда срезал? Может, заехал не туда, да. Был там один Видал? момент. А везде глаз есть мой, татарский. Плов дам, коня дам, молчи только. Ладно, блядь. Александр Викторович, вот мы сейчас с вами путешествуем на мотоцикле по треку. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, Стив Эндуро хороший YouTube канал? Хороший. Других нет, других не знаю. Не, ну все, конечно, все смотрят, все любят. Ты знаешь, особенно здесь, там за Уралом,
В общем, это такой основной источник информации. Лично для меня ничего нового в канале Севендура особо не сказано. Романьяки эти пересмотрел, много где был, много что видел, но для людей, которые, как сказать, только входят в этот спорт, как бы, и пытаются разобраться вообще в этой культуре, конечно, мне кажется, это как азбука, такой единственный русскоязычный источник информации. Но хочу сказать, с каждым выпуском вы становитесь все лучше и лучше. Умникам? Да. Не, рекомендую, ну, чтобы посмотреть своих друзей, товарищей. Вот так можно? Привет, друзья, вам из солнечной Бурятии, Улан-Удэ, буйные есть. Сегодня у нас с вами второй гоночный день и третий общий день, когда проходит гонка. Привет! Прокатились по вашей трассе, Ну чё, как мотики? довольны. Мотики хорошие, сломались где-то первые минут через 20, А что сломалось? остальные два где-то через час. Что, прям сломали мотоциклы? Сломали. Что сломали? Сломалось сцепление у первого, второго и третьего. Ну, плохи у вас дела. Плохи дела. Плохи дела у нас были там наверху, когда мы их вытаскивали. А сейчас уже сделал.